Всем привет! Сегодня с вами посмотрим бой на китайском танке 10 уровня 121Б. Эту машину уже выкачать нельзя, можно только приобрести за боны. Но танк могет, имеет очень сильный ТТХ. Парень у нас сегодня играет на всем голдовом, грубо говоря. То есть оборудование у него боновое, стоят голдовые расходники. По снарядам у него 26 кумулятивов с бронепробитием 350. Это вообще немало. Бой у нас происходит на карте Утес. И сейчас мы посмотрим, что этот танк может. В целом сетап для него довольно-таки хороший, потому что много целей с большим количеством очков прочности, из которых можно выбивать урон. Исходя из превью видео, я могу вам сразу сказать, то есть вы зашли по адресу, здесь урона действительно будет за короткий промежуток очень много. Едет в центр, с ним есть поддержка союзников. CS-52 с ним идет. Ну, правда, 8 уровень, это такое, конечно. Подсматривает подъем от ЛТшки. Получает первый засвет. Попадают ему в гусеницу, но без урона. Без проблем забрасывает два шота по CS-59. Пока играет на подкалиберах. У подкалиберов, кстати, у нас пробитие 261, а альфа 390. То есть также приятно, то что пушка довольно альфовая, перезаряжается быстро. Не пробивает его CS-59, ловит также рикошет от альпийского тигра. И прогета уже удается его пробить. Ставит на откате прогета на каток. Выдает еще один шот, получает еще одно непробитие. Как видим, броня в принципе справляется. Он не отличается прям каким-то бронированием, но у него ВЛД находится под хорошим углом, потому он может отбивать некоторые снаряды. Промазывает каким-то образом по ВК-100-01П. Странно, там вроде в пиксель было все четко. Ну, да, это сервер, видимо, лаганул. Как видим, прошло у нас 2 минуты боя, у него уже 3500 урона. 2000 натанкованного. Многим игрокам нужен целый бой, чтобы получить такой результат. Уже 4000. То есть очень быстро раздает на этом танке, без каких-либо проблем. Здесь главное выбрать позицию и не выкатываться, не терять хп в начале. Мы в каждом моем видео об этом говорим, о том, что очки прочности это ваше все. И растерять их в начале, это считайте поражение. Один фраг есть. Подъезжает ближе уже к правому флангу. Здесь есть такой небольшой балкон, вот в этой стороне, откуда выкатываются обычно танки противника. Ну, вот СТБшка уже как раз показывает нам это. Без проблем дает в башню СТБ. Он играет сейчас на кумулях. Там 350 бронепробития. То есть это за глаза для любого танка в игре. Абсолютно. То есть я не знаю, что может отбивать. Е3 разве что в щеку. И тот, наверное, будет пробиваться. Здесь у нас немецкая мощь. Также получает в борт. Я вам, кстати, всем напоминаю, что если вам нравится контент, не скупитесь на лайки, подписывайтесь на канал, у меня много роликов, то есть я подобный формат тестирую, это уже второй ролик с камерой, до этого были ролики без камеры, то есть я советую всем посмотреть, поэтому я оставлю вам плейлист, заходите, смотрите, пишите, что думаете об этом. Немец решает прокатиться вперед, ну, не попадает, соответственно, потому что торопится. Ловит его на каток. Критует ему двигатель. Выцеливает в двигатель. Еще раз дает в трансмиссию. 7500 урона уже есть. А прошло всего лишь 3,5 минуты боя. Не везет немножко добить его. Не хватает чуть альфы. Ну, союзники помогают. Знает, что здесь был СТБ. Выкатываться на него нужно очень аккуратно. У него хоть еще и практически полное количество очков, но тем не менее лучше не торопиться. Получает непробитие от СТБ. Ну, то, о чем я говорю, у него очень хорошая идет ВЛД, то есть от которого часто отлетает. Плюс еще летая башня, танк китайский, построен по советским принципам, потому имеет неплохое бронирование в башне. Тут уже он получает, конечно, шот. Пока 2 фрага. Много танков светилось у нас на центральной части, на подъеме. И здесь Бэджер стоит. Довольно сложная цель могла бы быть, если бы он играл на обычных снарядах.
на подкалиберных, но для кумулятивов Бэджер не составляет никаких проблем. 350 это вообще немало, не попадает в него, к сожалению. Также, друзья, мне вот интересно, у кого какой любимый танк? Напишите мне об этом. Я вот лично фанатею от советской ветки, потому что все-таки ближе к нам. Наше танкостроение, да. Плюс еще немцы имеют много машин. Ну, наверное, самый мой любимый танк это Супер Першинг, потому что, грубо говоря, мой первый прем. Я на нем откатал большое количество боев. Поэтому слоеный этот пирожок мне всегда нравился. Напишите, какой вам нравится. Счет у нас 10-7. 10 тысяч очков у команды зеленых. Ломает фугасом дерево. Ну, то есть видно, что парень у нас скилловый. Понимает, как работают механики игры. Добирает прогетто. Кстати, кто не знал, если вы ломаете дерево, друзья, и становитесь в его силуэт, то есть он падает, то вы получаете, грубо говоря, куст. То есть маскировка будет работать. Так что есть такая механика. Фугасом можно стрельнуть в ствол дерева, то есть под него, и оно, скорее всего, будет срублено, так сказать. Всего лишь 3 танка остаются у противников. Это вообще немного. Здесь однозначно стопроцентная, конечно же, победа. Заряжает фугас. Дает 480 в спину Бэджеру. 11311 урона. То есть за какие-то 7 минут. То есть вы понимаете, на что эта машина способна? Я замечаю, часто игроки спрашивают, стоит ли его брать. Но ответ вы видите сами. Все зависит от вас и от вашего понимания карт, умения быстро ориентироваться. Так что пробуйте. Если вам понравилось, палец вверх. Плейлист я на видео оставляю, так что посмотрите и пишите свое мнение в комментариях. Удачи, счастливо.